Всем привет, друзья! Ну что, вы догадались, куда мы могли направиться ночью? Я вот честно не знаю, что вы там написали в комментариях, потому что видео мы снимаем гораздо раньше, чем выйдет то, и вы напишите свои комментарии. Но я очень надеюсь, что 3 счастливчика отгадали, и открыточки отправятся в нужные руки. Но пока сохраняем интригу. Что, пока не говорим? В общем, идти нам недалеко, может быть минут 10. Может больше. Ну нет, примерно 10. Плюс-минус полчаса. Шучу. В общем, идти недалеко, но идти нам нужно к определенному времени. А времени у нас меньше получаса. Ночью в Питер намного комфортнее ходить, потому что здесь очень мало людей. Все идут туда же, куда и мы. Пустые тротуары и дороги, можно сказать, тоже пустые, потому что это для Питера. Ну и вот мой один из любимых домов, который в прошлый раз не получилось заснять. Это как шоколадка. Ну, он такой темный. Тут сбоку еще должен быть фонтанчик. Да, там с дома маленький фонтан льется. Кстати, даже летом непонятно было, он то в днях работал, то не работал, то работал. Короче, когда я переезжал сюда... Непонятно. Вот эта подсветка домов, я вообще балдею. Я балдею. Балдеешь? Просто все дома так подсвечены, красиво, нереально. Вы заметили, кстати, уже сколько роликов мы не ходим ни по Бургер Кингам, ни по вкусной точкам. Катюшка не пьет адреналин. Так таки у нас? Какое оно клевое. Ну тут, конечно, еще подсветка так много играет. Что это? Детская елка, путешествие в Хогвартс. 3 января. Вот это для меня елка. Это же там, который этот... А, это именно елка? Детская елка. Ночь в Хогвартсе 31 декабря. Смотри, они меня приглашают. Ночь в Хогвартсе 31 декабря. Это, наверное, оркестр там будет какой-то. Что-то мне подсказывает. Холл. Там 100% звука. Непонятно. Столовая номер 1, где круглосуточная дорога, да? Нам осталось 400 метров идти. Ага. И куда же мы идем? Интересно. Я бы, наверное, если бы был телезрителем, не догадался бы. Блин, мелкий дождь опять начинается. Вышел, Да. ничего не было. Сейчас опять начинается. Я когда полчаса назад смотрел в окно, смотрю, сухой этот камень, или как это называется правильно? Плитка. Плитка. Короче, все сухо было. Вышли, смотрю, уже сырая. После дома где-то часа 3. Попили чаек. Посмотрели видео с нашей свадьбы. Потому что Ваня смонтировал, а не видели мы его. Посмотрели. Не вся свадьба, естественно, туда попала, то есть, да. Да, потому что Ярик, как бы, ему... Он толком-то не знает, что снимать, что не снимать. Да, даже не в Да дома, а и как бы у нас 6 местом. часов праздник шел, и как бы, ну понятно, что никто не будет делать Ну да. 6-часовое видео плюс ЗАГС. Не, была бы у меня вторая камера, я бы просто ее поставил. Ну, для себя, естественно. Видео получилось классное. Практически все самые классные моменты попали. Да, что-то не попало, но в принципе так довольно классно. Но вы-то его уже видели. Ну да, естественно. И, надеюсь, влепили много лайков и комментариев. Да, вы его уже увидите, когда вот это видео вы увидите, вы то уже гораздо раньше увидите. Да. А мы его только сегодня сами посмотрели. В общем, запутались, наверное, вы. Я думаю, нет, все понятно. Понятно. Вот это полицейский. Я говорю, там каждый день что-то делают. А я все так и не узнал, что конкретно тут будет. Ну, написано 16-е, Кирява 17-е. Значит, что-то будет 16-го должен.
Ладно, все, в общем, включимся уже там дальше. Леша вчера сказал, фестиваль что-то там культуры. А, объединенной культуры или что такое? Ну, потом посмотрим, когда обратно пойдем. Туда, куда мы идем не одни. Да. Туда очень много людей всегда идет. Ну, сейчас не так много, как летом, конечно. Надо, в общем, рука уже сейчас это в ледышку превратится и отвалится. Ну что, друзья, теперь, я думаю, абсолютно все уже догадались, куда мы пошли. Да, мы пошли на разводные мосты, в частности, на Дворцовый мост. Только в прошлом видео буквально с вами разговаривали о том, что мы уже так обалдели, что уже даже не в каждую поездку ходим на разводные мосты. И вот подумали и решили, что стоит сходить, потому что следующий развод мостов будет уже только весной, через полгода. Даже если мы зимой приедем, мы не сможем его увидеть, потому что его просто-напросто не будет. И вот мы решили прогуляться. Смотрите, как это невероятно красиво. Сейчас попробую на телефон снять. Может, получше будет видно. Уже без музыки. Буквально несколько минут, и люди уже все разошлись. На улице прохладно. Это, конечно, люди стоят по полночи. Но летом и мост еще подсвечен вообще, и музыка играет. Музыка, да, еще музыки не было. Сейчас, конечно, долго не постоишь, холодно, особенно Мне вот вот вниз нравится, спускаешься, как вода и выглядит. от воды очень сильно дует, очень холодно. В воде красиво отражаются огоньки. При этом так страшно. Ну да. В общем, все. Мы двигаемся потихоньку в сторону дома. Сейчас, наверное, еще с той стороны покажем мост. А? Так а тут плохо видно, он же не подсвечен. Не будет уже красивых фоток. И к нам подошел пьяный человек, молодой, и спросил, как он спросил правильно? Он спросил, как Могу ли думаете, я- могу ли я залезть на льва? Сказали, что он не может. Красиво и неправильно. Да, мы сказали, некрасиво, неправильно. Вообще, я говорю, ну, в прошлом видео рассказывала, что мы настолько уже все... Как сказать-то? Ну, короче, что мы столько раз уже видели разводные мосты, что мы, когда приезжаем, уже даже не ходим на них. И Не, просто ну в сегодня следующий как раз надо раз-таки, будет туда сходить. когда вам рассказывала об этом, почему-то подумала, что надо бы, наверное, сегодня сходить. Потому что сейчас закроется полностью сезон навигации, и мосты не будут разводиться, да, до весны. Поэтому только весной, как он максимум. Опа. Поэтому решили сходить.
Так, секунду, что-то картинка какая-то мутная. Как-то не по-настоящему, эти фонари в горизонтальном положении. Ладно, сейчас попробую на телефон еще заснять, и заодно Катю щелкну. Вот, снимаю на телефон. По-моему, особо ничего не поменялось. В телефоне ближе всего. Ну, ближе, да, но шумов очень много на картинке. Мы первый раз, когда приехали в Питер, вместе мы приехали зимой. Что, не придумали? Куда? Так через дорогу. А, через дорогу? А, нам туда лучше, да? Мы так, может так пойдем обратно, по другой стороне? Может так пойдем? А, ну через Дворцовую, да, пойдем? Так, ладно, все, я переключаюсь обратно на камеру. Так давай скорее рассказывай, у меня памяти мало. Когда приехали, это была зима, январь. И мы такие приехали, такие, все так классно, так здорово. Такие, а во сколько разводные мосты, думаем? И только позже до нас дошло, что в январе мосты не разводятся. Но мы вроде не пошли же на них. Ну нет, до нас потом дошло, но как-то мы когда ехали, мы еще про них что-то думали. Так, все, мы на Дворцовой площади. Здесь включили, как это называется-то? Лазеры какие-то. На камере, наверное, не видно. Или нет, немножко видно. Ну да, что фонари, красота какая-то. И сам подсвечен, фонари такие красивые. Я говорю, здесь просто даже сами здания, вся эта архитектура, это отдельное произведение искусства. Это форум объединенных культур. Объединенных культур? Да, похоже на то. Ну, вообще классно. Да. Блин, на камере не видно. Золото блестят, главное, да? Но. Да, прикольно. Что-то у них рассинхрон какой-то. Одни вниз, другие вверх. Настраивают. Ну, прикольно такие, блин, эти. Пока за эти дни, кстати, ни одного музыканта не встретили. Не, Ну, правда, мы по Невскому особо... одного только встретили. А? Одного-то встретили. А, да. С Лешей когда. Да, да. Потом. Ну, как бы это мало. Ну, просто интересно, что конкретно здесь будет. Так, нет, ну концерт, что, что именно? О, прикольно настраивать. Аж голова что-то кругом пошла. На камере-то, блин, не видно. Тут чуть-чуть видно, они на самом деле намного ярче. Разводил в этот раз не так много. Но опять же, может быть, потому что мы по Невскому ходим, только вот здесь это отрезочек его небольшой. Поэтому не наблюдаем. Вообще непривычно, блин. А я не помню, мы вообще в ноябре хоть раз были здесь? Конечно. Ну как-то вообще мало людей. В ноябре что мы были либо снег, либо просто там небольшой минус, но прям без снега, без дождя, вот просто небольшой минус. Либо был снег. Немного. А так, с таким дождем осенним, холодным, в ноябре первый раз. Что там за киоски? Это что говорить, если у нас в январе тогда дождь был? Ну. Чего удивляться в ноябре дождю? Непонятно. В общем, у нас уже так подрубает немного. Поэтому За мы не 10 болтливые. минут, за 20 там, у моста замерзло так, как вообще целыми днями тут не замерзало. Когда по целому дню ходила. Тут прям с воды дуло, конечно, очень сильно.
И вода так вот красиво переливается, выглядит вроде, но при этом, ну так, она такая темная, опасная какая-то, знаешь. А там еще какой-то прям батя года пришел с детьми, и у него мальчишка там, я не знаю, лет 10, может. Там вот последние ступеньки, которые прям в воду идут. Там 4 или 5 ступенек, сколько. Он с них прыгал туда-сюда, вверх, вниз, с одной на другую. Блин, ну просто можно подскользнуться и упасть туда в воду. Да, не Можно сырые. утонуть или как минимум обморожение какое-нибудь, пока тебя достанут тут, если что, пока тебя куда-то запихают, получить. А батя стоит и смотрит, просто батя года. Премия ему. Иногда поражает, конечно, людская безответственность или тупость, или что это, я не знаю. Тут вот украшения впереди все. Особенно так не терпится, хочется, чтобы скорее все зажгли уже. И было красиво, но я думаю, мы в этот раз, конечно же, этого еще не увидим. Хотя вот я говорю, на площади Восстания, где торговый центр, у них в ноябре уже стабильно всегда все горит. Здесь вы видите, какая красота, как это будет все красиво, когда будет светиться. Я думаю, у нас Ещё тут людей вообще так не мало. будет. Сколько кайфу просто, такие свободные улицы. Никого. Окна нигде не горят вообще. Ну, все спят, что ли? Или это может... Хотя нет, наверное, верхние это живые дома, квартиры. Тут, наверное, не живут. Тут, судя по окнам, Ну, может, все офисы. тут какие-то офисы. Тут-то вот, может, и живут, скорее всего. А вот такой вот, видимо, телевизор, фиолетовая какая-то лампа. А тут это как-то не живут. Хотя фиг знает. Я тут точно не живу. Блин, что с другой стороны. Улыбаюсь и больно вверх. Мне вообще отморозилась. Большая морская. Волонтерский центр. Мы, кстати, ни разу здесь так и не сходили на восковые фигуры. Мы один раз заглянули, там какие-то уродцы были, не похожи на настоящих вообще. Мы же пришли, мы же хотели пойти. А заглянули, увидели несколько статуй, которые вообще не похожи были на оригиналы. Мы решили, что это какая-то фигня, и не пошли. Потому что восковые фигуры восковым фигурам рознь. Я бы с удовольствием сходила. Но бывают такие восковые фигуры, что, знаете, я из пластилина лучше слеплю, мне кажется. Павел Воля будет выступать 1 декабря. Большой стандарт. Да. На дороге. Но Бургер Кинг, конечно, работает. Бургер Кинг, пожалуйста, не оставят голодным. Время 2 часа больше просто. А, кстати, мы же не сказали. Дом Катомина. Вот это. Вот это вот. Литературное кафе. — 1816. У нас 1816 работа. Зеленый мост. Да я хотела сказать, что... Ну, ты перехватил хотела, меня. а я Смотри, как сказал. фонарь шатает. Ага. Вода тоже блестит. У нас вот так вот в городе выявилось. Ну, максимум можно пойти по набережной и то. Ну, ой, по Ленина, в смысле, до набережной. И то там ты не увидишь ничего. Ни зданий таких, ни подсветки, ни реки никакой, ничего. А если по дворам пойдешь, то найдешь приключений каких-нибудь. И фонарь под глазом. Да. Будешь сам светиться, когда выходит елка. Магазин где нет? Да.
Я тут себе значок покупал. Вот, могу покупать. А, да. Значок. Я просто запомнил, что значок. Кружка, футболка. А тут вот просто даже ночью так приятно прогуляться. Просто полюбоваться по сторонам. Особенно если тепло, то вообще кайф. Тут тоже написано. Поэтому, конечно... Там кричат Питер, Питер, Питер. Нет, там говорят в Питере, Питер. Я только слышу, что Питер, что-то Питер. Они поют в Питере, Питер. Питере пить. Питере тире пить. Петрозаводск такой, мне кажется, город больше для пенсионеров. Ну как? Ну, в смысле, что если вы хотите в жизни как-то развиваться, куда-то к чему-то стремиться, ну, наверное, да, этот город будет маловат. Так, если просто вы хотите жить с семьей, ходить чисто дом, работа, не знаю, и сидеть дома, проводить время, там, может быть, ребенок по секциям каким-то, ну да, может быть, и Петрозаводск будет достаточно. А нам маловато так места. Ну там скучно. Ну, каждому свое, безусловно, конечно. Я бы сказала чисто наше мнение. Пойдем, наверное. Что, ты уже становишься питерцем? Так а что, вообще вроде никого нет. Тут нас полицейские загребли. Ну, вроде их нету. Ну, знаешь, они не так всегда. Нету, и как нарисуются в как это обычно бывает. Сейчас вы могли наблюдать, вот там позади нас стояло два парня. В общем, это зазывало во всякие мутные клубы. Там Жигуленка такая едет. Но. А я почему-то так и подумал, что музыка может играть только из Жигулей вот так. Обычно они отличаются. Она так еще не спеша так едет. Поднятый вверх. Правильно, чтобы все услышали. Ой, так мы уже пришли домой. Тогда наш временный дом. Как это подсказывали? Так, надо прервать съемку, потому что что-то 10 минут уже. Еще одна панорама. Тут у нас кафе Катюша называется. Как же кайфово сейчас. Почти людей нет, машин тоже почти нет. Ну все, в общем, идем мы домой. Катюша отчаливает. Катюша отчаливает. В подвальчике Катюша. Здесь тоже так пустынно. Безлюдно, вернее. Так всегда. Тишина. Ночь и тишина. Искали какие-нибудь концерты, хотели сходить на что-нибудь, типа, может быть, однажды в России, знаете. Ничего подобного не было. Есть стендап какой-то, ну вот где, ну, типа, новички выступают. Вот, в общем, думали, пока не надумали. Так, сейчас мы попробуем. Вот так. Получилось. В прошлый раз мы прыкали, там, короче, по видео. Ну, да. Я тыркал, и, короче, нажал на звонок нечаянно, и там видеокамера включилась, нас увидели и нам открыли почему-то дверь. Ну, потому что
целом похоже на место жильцов. Да. Машинка такая. Вот, прикольно. Вот такой у нас двор. Кондиционер. Ого, там кондиционеров, но... Наверное, все... А, там вообще на камере темно. Тут, короче, все в кондиционере. Сейчас Катя введет код секретный. Вот, лестница номер 5. В лифте очень холодно, холоднее, чем на улице. Да, непонятно почему. Может, это лифт-холодильник? И лифт вот тут, вот, типа это первый этаж считается. Я говорю, тут пока до первого этажа дойдешь, умрешь. Ступени Ну, гелевые. получается, целый этаж надо пройти. Эти ступени, да, неудобные. И вообще между этажами, типа, у лифта свои, короче, этажи, у этажей свои этажи. То есть лифт тебя высаживает на лестнице. Посередине. Да. А говорит, там 4-й этаж, 5-й этаж. Смотрите, что написано. Во избежание ежедневных поломок лифта не перегружать лифт, не препятствует закрытию двери, не сбивается программа. Руками двери не трогать. Лифту необходимо время, чтобы выполнить вашу команду. Подождите 3-5 секунд, так как повторное нажатие может привести к поломке лифта. Мне кажется, тут слишком... Как это сказать-то? Слишком его берегут. Ну, потому что, наверное, если тут, учитывая, что тут номера Вот какие-то, дубак. тут, наверное, всякие ездят. И тыркают тут все кнопки. А потом у людей лифт ломается. В могиле лифт машет. Чихнуло. Ну да. Грузоподъемность 400 килограмм. 5 человек. Это не обманывают. А зайдут 5 человек по 100 килограмм и все. Угу. Зачем писать тогда, сколько человек? Они заставляют всех быть по 80 килограмм. Писали бы просто грузоподъемность и все. Все, мы дома, кушаем виноград, валяемся и смотрим самый большой телевизор. Comedy Club по ТНТ. Отсюда он вообще, смотри, какой маленький. Короче, он вообще мелкий. Ну, не настолько, как на камере, конечно же. Ну да. Ну, Ну маленький. сколько он? Ну, сантиметров Ну, как монитор от компьютера чуть побольше монитора. чуть больше, да. Ну, не такой, как там. Ну, вот. Еще Вчера мандарины. купили виноград, вчера так и не начали его есть. Мандаринки вчера поели. Ну, виноград так и не дошли. Виноград, кстати, вкусный, сладкий. Нормально вообще. У нас на столе бардак небольшой. Ну, это... Творческий беспорядок, это не считается. Да. Смотрите. Там диван, не знаю, кстати, вообще разбирается или нет. Мы сюда приехали отдыхать, убираться мы дома будем. Да. В общем, сейчас немножечко еще посмотрим телевизор. Наш гардероб одна рубаха. Ну, футболки не стала вешать, хотя обычно вешал. В общем, сейчас немножко посмотрим телевизор, все. Покушаем виноград и будем спать, потому что время уже 3 часа ночи. Поэтому, наверное, на этом наше видео будем заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь. Не забывайте подписываться на Телеграм. И в следующем видео мы обязательно скажем, куда отправились наши открыточки. Пока-пока.